Доктор Кеннет Уилстед прославился в соцсетях тем, что способен и готов преобразить любые, даже самые запущенные зубы и подарить их хозяйке ослепительную голливудскую улыбку. Пациенткой 43-летнего специалиста могла стать любая женщина, которая победит в конкурсе. Для того, чтобы попасть на бесплатный прием, нужно было всего лишь записать видео или сделать фото, демонстрирующее ситуацию с собственными зубами во всей красе. Кеннет, более известный на просторах интернета как Кенни Смайлз, соглашался браться за работу абсолютно бесплатно. Однако пользователи соцсетей уверены, у его щедрости есть обратная, гораздо более темная, чем самый запущенный кариес, сторона. Как и положено инфлюенсерам в соцсетях, Уилстед буквально фонтанировал видео, на которых демонстрировал и процесс лечения, и результаты своих пациенток. Но в один момент что-то пошло не так. Тревогу забила американская певица Джуэл. Она не могла оставаться равнодушной к тому, как стоматолог обращается с женщинами. По словам 49-летней исполнительницы, за бескорыстным желанием помочь явно скрывались недобрые намерения доктора. Для Кеннета ничего не стоило оскорбить или унизить женщину за ее улыбку или внешний вид. Делалось это тоже с доброй и широкой улыбкой, что несколько камуфлировало токсичные вибрации Кенни, но лишь до поры до времени. Чаще всего стоматолог ограничивался зубами пациенток, не стесняясь в выражениях и называя их отвратительными, мерзкими, отталкивающими. Однако нередко доктор Уилстед спускался ниже, переходя на другие части тела. Например, однажды объектом пристального внимания и неподдельного интереса врача стала грудь одной очередной его гости, высказав все о ее некрасивых зубах. Мужчина заявил прямо ей в глаза и на камеру, что ее муж явно не смотрел на нее выше шеи. Унижение и издевательство давно стали частью терапии популярного стоматолога. Такое поведение неприемлемо для медицинских специалистов по всему миру, однако американец Уилстед открыто заявляет, что он не политкорректный стоматолог, мол, такая у него фишка. Хороших докторов, спокойных и сдержанных, полным-полно, а Кенни, дерзкий, прямолинейный шутник на грани, такой один. Возможно, предполагалось, что пациентки примут правила игры и будут и дальше радостно внимать остротам врача, но на деле оказалось, что даже желающим преобразиться бесплатно в кресле у обаятельного Уилстеда будет настолько некомфортно. Ведь одними шутливыми оскорблениями Кенни не ограничивался. Одна из пользовательниц соцсетей, 27-летняя Тейлин Пико, пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны Кеннета. В качестве доказательств она прикрепила скриншоты переписки с доктором, где тот предлагает участие в ее проекте. Однако стоматологу захотелось получше рассмотреть потенциальную героиню, поэтому он потребовал у Пико фото, но почему-то без одежды. Как призналась Тейлин, она испытала огромное разочарование, осознав, что доктор, который выставляет себя благородным и бескорыстным помощником неимущих, наживается на недостатках и уязвимости тех, кто к нему попадает. Еще один инцидент связан с прямым предложением интимной близости. 32-летняя Аннели Тиммерман вдохновилась результатами преображений стоматолога и решила стать его пациенткой. Записав видео, на котором она в слезах умоляет о помощи, Аннели стала ждать ответа от Кеннета. Вскоре заветное сообщение было получено, но беседа сразу пошла в неожиданное русло. Женщина извинилась за свои бурные эмоции, на что с аккаунта Кеннета пришел внезапный ответ: «Все в порядке. Я бы не отказался от секса с вами». Сам Кенни Смайлз прервал молчание после многочисленных жалоб и блокировки его аккаунтов и прокомментировал случившееся. В свое оправдание скандальный стоматолог заявил, что всегда предупреждает пациенток о фото или видеосъемке во время приема. Для этого предусмотрен отдельный пункт в договоре об оказании услуг. Также Кеннет отметил, что за общение с клиентами в соцсетях отвечает не он сам, а его сотрудники, которые якобы решили неудачно сымитировать манеру общения Уилстеда. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.